Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, как вы можете защититься от колдовства, от любого энергетического влияния. Именно эти способы, эти практики обязательно вам помогут, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, вы нам тем самым помогаете в том, чтобы это видео как можно больше людей узнали. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, порой на нашу жизнь пытаются оказать влияние люди со стороны, которые обращаются за помощью к черной магии, к ведьмам, колдунам, которые способны призывать злые силы для того, чтобы влиять на чью-то жизнь, отбирая при этом потоки сильных энергий, а порой и вовсе жизненные силы. От таких людей нужно держаться подальше, но, к сожалению, часто ощутить их до момента воздействия практически невозможно. А если это энергетически очень сильный человек или же черная ведьма высшей категории, то сделать это и вовсе невозможно. Жизнь будет рушиться, а все ценное и дорогое сердцу из нее будет уходить. Потоки негатива сменять будут светлые энергии, без которых человек не будет жить счастливой, полное изобилие без нужды жизнью. Также просто недоброжелатель может наслать на вас негативный посыл в виде порчи, сглаза, проклятия, что в наше с вами время не такая уж и редкость, ведь завистливых людей становится все больше и больше. Они желают жить прекрасной и наполненной полным изобилием жизнью, делая только то, что им нравится и то, на что у них есть желание, но при этом не хотят прикладывать даже малейшие усилия, ведь считают, что в их жизнь все должно поступать по щелчку пальцев. Но это, конечно же, не так, не работает, и они прибегают к негативному воздействию, чтобы с его помощью отобрать у того, кто имеет то, что им хочется, не задумываясь о том, что, возможно, путь данного человека к такой цели был долгим, что он тратил свои силы и энергии, а также ценное время. Для того, чтобы такого не происходило в вашей жизни, и вы могли бы все свое сберечь при себе, а также не лишиться сильного биополя и светлых энергий, нужно заранее подумать, что рано или поздно на вашем пути обязательно встретится такой человек, который позавидует вашей жизни и решит у вас отобрать то, что вы имеете. Существует очень много видов защиты, которая передалась нам от наших предков, чтобы себя обезопасить. Вы знаете, что фотографии способны передавать энергии того, кто на них изображен. Вы считаете, что вы показываете, например, фотографии с отдыха, а кто-то в этот момент завидует вам черной завистью, так как по какой-то причине не может позволить себе такую поездку, путешествие. От таких действий лучше отказаться. Во-первых, потому что вы хвастаетесь, а хвастовство не приносит в жизнь человека ничего хорошего. Наоборот, способно перекрыть сильный энергетический канал, из-за чего перестанут поступать энергии, которые помогали вам в достижении планов и в осуществлении мечты. А во-вторых, стоит жить по принципу, что счастье должно быть тихим и что ваша жизнь – это ваша жизнь, и посвящать в нее посторонних людей все-таки не стоит. Но если вы настолько любите выставлять свои фотографии и удержаться от этого не можете, вам обязательно нужно выставлять энергетическую защиту для них. Первым делом выберите фотографии, которые собираетесь загрузить в социальные сети. На каждой из них поставьте какой-то символ. Это может быть любой смайлик, это может быть солнышко или еще что-то. В данном случае должна сработать ваша фантазия и интуиция. Главным смыслом этого является то, что первый взгляд упадет на этот знак или символ, а не на вашу фотографию в общем. Он ослабит и соберет первую самую сильную волну излучаемого негатива. Следующим этапом подожгите веточку мелиссы, окурите ней экран вашего гаджета, где они размещены, проговаривая при этом такие слова. Эти фотографии под сильной защитной энергетикой мелиссы. Негатив через нее не пройдет, а зависть и ненависть она сразу отобьет. После этого вы можете их загружать в интернет. Не ленитесь тратить лучшее время на то, чтобы уберечь себя, чем потом на то, чтобы избавиться от данного негатива.
Не берите подарки и от малознакомых людей, а тех, кто к вам плохо относится. Вы об этом знаете, но в какой-то момент человек, с которым вы вчера имели конфликт, вам что-то приносит. Это должно вас как минимум насторожить. Не стоит брать подарки у злых, завистливых людей, так как такой человек, даже если и не решит на вас воздействовать специально, сделает это случайно, ведь он излучает сплошной негатив, а вещь способна впитывать энергии, излучаемые человеком. В данном случае ваш подарок напитается негативом, а негатив притягивает негатив. Как только он попадает в ваш дом, то начнет влиять не только на энергетику вашего жилья, но и на дом в целом. Нарушит передвижение энергии по нему. Особая энергетика вашего жилья ослабнет. Это начнет не только ощущаться теми, кто в нем живет, но и полноценно влиять на их жизнь, делая их слабыми и подвластными любому негативному вмешательству извне. Также, если вы берете подарок в руки и в этот момент ощущаете холод, это означает, что от такого подарка стоит моментально отказаться, так как ничего хорошего он к вам не привлечет. В данном случае срабатывает ваша интуиция. В остальных же случаях, чтобы понять, какой подарок вам дарят, если нет возможности от чего-то отказаться или если вы не уверены в чистоте помыслов того, кто его преподносит, вам нужно взять церковную тоненькую свечу, поджечь ее, проговаривая при этом такие слова: «Свеча, на истинную энергетику данного подарка укажи, как поступить, с ним подскажи». После чего смотрите внимательно на огонек. Если он потрескивает, искрится, коптит, значит, на данный подарок наложен негатив. Возможно, это подклад, который вам таким образом целенаправленно преподносит прямиком в руки, чтобы он быстрее начал на вас действовать, тем самым разрушая вашу жизнь. Такой подарок нельзя нести в дом, вам нужно его продать, передаривать нельзя, так как вы с ним не утратите связь. Когда перепродадите, ваша с ним связь разорвется. На те деньги, которые получите, можете купить для себя все, что вы пожелаете. Если надумаете вернуть данный подарок, просто так его отдавать нельзя, так как вы с ним уже связаны, и он будет продолжать свое влияние на вас. Чтобы его разорвать, нужно возле него установить свечу белого цвета, поджечь ее и сказать такие слова: «Свеча горит, энергия сильная привлекает. Как только догорит, связь мою с этой вещью или предметом разорвет. Негативное влияние на меня прекратит, а тому, кто это сделал, о нем напомнит». И дайте свече полностью догореть. Агарок не берите руками. Возьмите листом бумаги, заверните его в него и вынесите подальше от дома. Подарок отдайте. Больше он на вас не имеет никакого влияния. А вот тому, кто такой поступок совершил, придется задуматься о своих действиях. Булавка – это очень простой и к тому же сильный оберег. Именно булавка способна защищать от любого вида негатива, а ее силе известно издавна. Она состоит из металла, а металл способен нейтрализовать отправленный негатив. Благодаря своему острому кончику она будет его сразу же отбивать от владельца, а головка булавки способна сохранять потоки сильных и положительных энергий, которые моментально будут восстанавливать биополе того, на ком она надета. Булавка может быть как из благородного материала, из золота, серебра, так и из обычного. Силу они имеют абсолютно одинаковую, только булавка из благородного материала носится на видном месте, так как принимает сразу же на себя все плохое, поэтому требует больше внимания и очищения. Это нужно делать раз в месяц. Для этого достаточно подержать ее под проточной водой, проговаривая такие слова: «Вода все зло смывает, что булавка собирает, меня от которого защищает, биополе в целостности сохраняет». После чего старайтесь на 3 минуты разместить ее на солнышке, чтобы сплав впитал сильную энергетику солнца. Если же булавка из простого материала, ее нужно размещать под воротником с тыльной стороны одежды, обязательно головкой вниз, проговаривая такие слова: «Помощник мой для глаз злых невидим, но меня защищает, биополе в целостности сохраняет, когда ее надеваю, от любого негатива защиту обретаю». Ее не стоит очищать, но раз в полгода нужно менять, так как она способна напитываться негативом и не иметь со временем таких уже сильных свойств.
Красная нить – это еще один очень сильный защитный талисман. Она завязывается вокруг запястья левой руки, а защищает от сглаза, проклёнов, приворотов, зависти, порчи. Также с помощью этого талисмана вы можете привлечь и то, о чем человек мечтает, то, что хотел бы получить в свою жизнь. Для этого ее должен завязать близкий человек, который тому, кому повязывают нить, желает успехов, счастья. Делает это от чистого сердца, так как любит данного человека всей душой. На левой руке она завязывается потому, что через эту руку человек принимает больше всего энергии. Чтобы негативные не проходили, она перекроет им вход, но вот положительные и нужные будут притягивать в большом количестве. Когда наденете красную нить, нужно вам самостоятельно проговорить 7 раз такие слова. Силу нити ощущая, с ее помощью защиту от всего плохого и нечистосердечия обретая. Она мне еще в одном помогает, заветное желание воплощает, светлыми энергиями наделяет. Когда закончить ее, нужно трижды поцеловать. Теперь у вас будет сильная защита, которую не сможет пробить даже очень сильная ведьма и любой другой энергетически сильный человек. Никому не давайте трогать вашу нить, не крутите ее на руке, когда нервничаете или переживаете. Потому что таким образом вы будете нарушать ее целостность, с вами энергетическую связь. Серебряная монета, ее желательно заговорить в полнолуние, и она не только убережет от сглаза и порчи, но защитит от зависти и потери денег, а также сделает связь с денежной энергией очень крепкой. Для этого нужно взять монету в левую руку, выставить ее в окно, покрутить перед луной и при этом сказать такие слова, как «ты, луна, полна», так и монета эта денежной энергией наполнена сполна, будет мне помогать связь с денежной энергией укреплять. Когда закончите, откройте окно, после чего положите монету на подоконник и сделайте ней 7 кругов по часовой стрелке, при этом проговаривая обязательно такие слова. «Эта монета мой талисман, отгонит от меня любой обман, от порчи и сглаза защитит, нужной энергии в помощь отправит». Когда закончите, приложите ее в район пупка, сосредоточьтесь, а когда почувствуете тепло, это будет означать, что ваша с ней связь теперь неразрывна, после чего разместите ее на подоконнике и оставьте до рассвета. Вы должны ее постоянно носить при себе, можно в кошельке, но в отдельном карманчике, можете в кармашке, можете сделать в ней дырочку и носить как кулончик. У вас никогда не будет денежных проблем, а также вы будете под сильной защитой. У вас никто ничего не сможет отобрать или же наслать на вас что-то плохое, что может разрушить вашу жизнь. Маленькая подковка – это может быть как украшение, так и просто купленная в сувенирном магазине. Именно такая подковка будет защищать вас от потоков негатива и зла со стороны недоброжелателей, притягивать в вашу жизнь счастье и успех. Ее нужно заговорить в четверг. Для этого проснитесь утром, разместите ее по центру стола, далее подожгите свечу, установите от себя с левой стороны. Подожгите, а левую руку держите над свечой, а правой рукой водите по часовой стрелке над подковой, при этом проговаривая такие слова: «Подкова, убереги меня от зла, счастьем и успехом окружи, огонь ее силой своей укрепи, биополе сохранить мое помоги». После того, как проговорите данные слова, установите подковку, так чтобы она касалась свечи, и дайте ей полностью догореть. Когда свеча догорит, ее выбросите, а подковку используйте по назначению. Она будет вам во всем помогать, а если в вашей жизни присутствовали какие-то несчастья, они обязательно все уйдут. Вас ждет впереди только счастливая полоса. Далее крест. Вы знаете, крест – это очень сильный оберег, который подходит только верующим людям, так как вера притягивает в жизнь таких людей все то, что им нужно, и уберегает от зла и нечистосердечных людей. Посещая церковь, когда будете молиться, нужно держаться за крест левой рукой. С каждым разом он будет становиться более сильным. Не забывайте посылать посылы благодарности за помощь, особенно это хорошо делать от души в большие праздники или же тогда, когда будете чувствовать в этом нужду. Для этого нужно закрыть глаза, сконцентрироваться и произнести вслух все, что вы ощущаете. После такого действия вы будете ощущать блаженство и легкость.
Натуральные камни также обладают огромной силой, но камень для себя каждый человек должен подбирать индивидуально, прикоснувшись к нему. Если ощущаете тепло, можете не сомневаться, это ваш камень. Он станет отличным оберегом и защитником в трудных жизненных ситуациях. Он сохранит биополе, но если от камня веет холодом, даже если он вам очень нравится, от него стоит отказаться, так как он не сможет вас защитить. Между вами нет энергетической связи. Если вы не знаете, какой камень выбрать, обратите внимание на агат, на черный оникс, турмалин, кошачий глаз, агат, малахит. Все камни черного цвета обладают способностью защищать от колдунов, ведьм, темных сущностей и различного рода негативных посылов. Камень лучше покупать в четверг или в субботу. Сдачу, которую вам за него дадут, нужно отдать нуждающемуся или занести как вариант на пожертвование в церковь. Связь вы с ним обретете сразу, а вот о помощи вы его должны попросить словами, которые идут от души, главное, это должно быть искренне. Если вы чувствуете, что в течение дня на вас кто-то воздействовал, нужно, придя домой, принять обязательно контрастный душ, закончив его обязательно холодным, проговаривая такие слова: «Бодрость ощущаю, негативное влияние смываю, в тонус энергии привожу, защиту активизирую». Когда оботретесь, увидите, как моментально улучшится ваше самочувствие, уйдет усталость, плохое настроение, захочется вновь жить, дышать полной грудью и впитывать потоки сильных энергий. Какой из оберегов выбрать именно вам, решите сами, но какой бы оберег вы ни выбрали, верьте в его силу и помощь, и вы увидите, что вы никогда не будете впредь на себе ощущать влияние со стороны. Вам никто не причинит ничего плохого, а приятные, успешные и радостные события обязательно начнут наполнять вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся в следующем видео.